Всем добрый день! Сегодня мы поговорим о визе цифрового кочевника, а точнее сравним требования к этой визе по разным странам. Несколько стран Европы выдают данный тип визы, и на ее основании вы можете получить вид на жительство. Видео будет полезно тем, кто может себе позволить работать удаленно и хотел бы получить вид на жительство в Европе. Меня зовут Валерия, я являюсь членом команды Релокод. Наша команда работает уже более 7 лет с различными направлениями. Мы работаем со стартапами, с IT-компаниями и талантами из сферы бизнеса и технологий, успешно закрывая их вопросы с релокацией в более чем 10 стран мира. Также наша команда занимается запуском бизнеса в Европейском Союзе и привлечением инвестиций. Также у нас есть замечательный телеграм-канал, в котором мы выкладываем огромное количество важной, полезной и, самое главное, актуальной информации о том, как сейчас работают различные страны с точки зрения получения вида на жительство и релокации бизнеса. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить важное для вас обновление. А еще хотелось бы сказать, что вы можете прийти к нам на бесплатную консультацию по тому материалу, о котором пойдет речь в данном ролике. И обращаю внимание, что это не прямой эфир, и все вопросы вы можете задать в рамках бесплатной консультации. Напишите нам по указанному номеру. Один из экспертов обязательно организует для вас консультацию после того, как вы сформулируете и напишите нам свои вопросы. Идем непосредственно к теме нашего сегодняшнего ролика. И первый вопрос, наверное, самый важный и самый часто задаваемый. Доступна ли данная виза после 24 февраля для граждан РФ? И начнем мы с вами по порядку с Эстонии. К сожалению, для граждан РФ данная программа недоступна на сегодняшний день, хотя Эстония также позволяет получать визу цифрового кочевника. Да, данная программа доступна для граждан Российской Федерации, можно подаваться. Мальта, к сожалению, на сегодняшний день программа недоступна для граждан РФ. Программа доступна только членам семей граждан Европейского Союза либо Европейской экономической зоны, которые проживают на Мальте или имеют двойное гражданство. Далее. Да, данная виза была доступна и до 24 февраля, и доступна сейчас для граждан Российской Федерации. Венгрия стопроцентная да. Хорватия, да, доступна для граждан Российской Федерации данная виза. Что насчет Греции? Еще в августе консульство Греции в Москве не выдавало визы категории D, но с сентября данный тип визы снова доступен, можно подаваться, если у вас гражданство Российской Федерации. Германия. Да, доступна данная программа для граждан Российской Федерации, но сразу хочется уточнить один очень важный момент, что это вообще за виза. Это не совсем виза цифрового кочевника в привычном понимании. Это виза фрилансера, да, также. Их выдают тем, кто связан с Германией по работе и как-то способствует развитию экономики Германии. То есть вам потребуются контракты в Германии, то есть нужно будет заранее найти клиентов. Именно этим она отличается от других виз цифровых кочевников. Да, у вас доход с другой страны, то тут, естественно, клиенты у вас должны будут находиться именно в Германии. Здесь хочется сказать насчет в среднем, сколько занимает получение. Очень разные сроки, и сроки примерные, поскольку есть обстоятельства, на которые мы, к сожалению, никто не можем повлиять. Начнем также по порядку. Кипра.
Кипр в целом занимает 3-4 месяца. Как я сказала, опять же, что все зависит от обстоятельств. То есть что мы закладываем в это время? Сбор документов, примерно 1 месяц, 1,5, да. Оформление визы для въезда на Кипр. Это также занимает время. Потом подача документов на ВНЖ. И это рассмотрение примерно 5-7 недель. Это Мальты. В целом примерно 3 месяца. На данный момент визу не дают тем, у кого паспорт Российской Федерации. Мы не будем общаться. Далее. Португалия. В целом на сегодняшний момент занимает примерно 6-8 месяцев. Также в зависимости от обстоятельств, может пораньше, может попозже вы сможете получить на жительство. Почему так долго? Большая очередь. Например, записаться только на подачу документов в консульство Португалии сейчас можно только в январе. Рассмотрение ваших документов будет занимать до 60 дней. Затем после получения визы уже вам нужно будет посетить ТЭФ. Это для подачи уже непосредственно на вид на жительство. Там тоже очереди вплоть до 4 месяцев это может занимать именно получение ВНЖ на руки. Очень большой поток тех, кто хочет получить вид на жительство в Португалии. Что касается Венгрии, в целом примерно 3-4 месяца. Также нужно учитывать, опять же, сбор документов, то есть подача на визу, рассматривают около 30 дней, затем уже по приезде в Венгрию придется подождать самого вида на жительство. То есть кто-то ждет 2 недели, кто-то дольше. Все зависит, опять же, от очереди и от обстоятельств, на которые никто не может повлиять. Хорватия в целом примерно занимает 3 месяца. Оформляете визу, чтобы приехать в Хорватию, и затем подаетесь на ВНЖ. Здесь тоже примерно 3 месяца. Порядок такой же, как и с другими странами, о которых я упомянула. Внимание! Это одна из самых долгих стран в получении виз. Опять повторюсь, учитываем время на сбор документов, подачу документов в немецкое консульство на визу фрилансера. То есть время может занимать от 2 до 6 месяцев просто рассмотрения документов. Потом после рассмотрения вы приезжаете в Германию и подача уже на ВНЖ. То есть тоже будет занимать время получения вот этого ВНЖ. В целом примерно это все может занять вплоть до 8-9 месяцев. Какой минимальный уровень дохода? Очень интересный вопрос. Естественно, он отличается от страны к стране. Опять же, начнем с Кипра. На Кипре минимальный уровень дохода – это 3500 евро на заявителя. Мальта – это 2700 евро. Если мы говорим о Португалии, то это 705 евро. Если сравнивать, как я уже сказала, с Кипром или Мальтой, конечно, требования значительно ниже. Всего 705 евро. Что касается Венгрии, это 2000 евро. Говорим о Хорватии, то это 2700 евро. Что касается Греции, это 3500 евро. Что у нас в Германии? Нет точной указанной суммы, которая прям требуется, но обязательно нужно подтверждение стабильного дохода. Но по опыту тех, кто уже подавались на эту визу, сумма примерно от 1500 евро. То есть вы должны доказать, что у вас будет достаточно средств, чтобы проживать на территории Германии. Поэтому нужно это, конечно же, учитывать. Как нужно будет подтверждать ваш доход? Если мы говорим о Кипре, то вам понадобятся банковские выписки, платежные ведомости какие-то за последние 6 месяцев, рабочий или трудовой договор с указанием заработной платы. Здесь потребуются банковские выписки за последние 3 месяца, возможно, какие-то дополнительные документы.
Что касается Португалии, вам понадобятся банковские выписки за последние 6 месяцев. И обязательно, ни в коем случае не упускать этот момент, вам потребуются средства на банковском счете именно в Португалии и выписка из португальского банка, и какая сумма. То есть самый минимум – это 8460 евро. Это прям минимум. Для успешного получения визы советуется иметь на счете хотя бы 10 тысяч евро. Что касается Венгрии, также банковские выписки за последние 6 месяцев, трудовой договор с указанием заработной платы вашей, справка из налоговой, и также может быть какой-то любой другой документ, то есть не трудовой договор, а любой другой документ, который будет подтверждать ваши доходы. Кстати, это и банковские выписки также за 3 месяца, подтверждение ваших доходов, то есть то, что трудовой договор какой-то с указанием заработной платы. Что касается Греции, банковские выписки за последние 3 месяца обязательно. Выписки со счета компании могут потребоваться. Это в том случае, если у вас в Российской Федерации открыта компания, вы владелец, вы предоставляете и выписки с корпоративного счета, и вашу заработную плату, и информацию о том, чем вообще ваша компания занимается. А если вы просто там по найму, самозанятый, то трудовой договор с указанием заработной платы, либо любой документ, который подтвердит, что у вас есть эта сумма. Ваша заработная плата, ее достаточно. Германия, банковские выписки также за последние 3 месяца. И вот самый важный момент – это ваши финансовые планы, то есть что-то вроде бизнес-плана. Вы должны убедить, что ваше дело будет успешным, ваша работа в Германии. Поэтому предоставление финансовых планов – это один из самых важных документов. Как действует виза и есть ли возможность продления. Вот, теперь давайте выясним, в каких странах можно продлить и сколько она вообще действует. Начнем с Кипра. Вы можете получить ВНЖ на 1 год, и потом можете там продлевать его на 2 года. Что касается Мальты, получаете ВНЖ на 1 год, а затем можно будет продлевать каждый год. Далее можно получить сразу на 2 года вид на жительство, а потом продлевать еще на 2 года. Так постоянно. Венгрия можно получить на 1 год, и вот здесь вот интересный случай, можно будет продлить еще на 1 год, но, к сожалению, на этом все. То есть максимальный срок у нас получается всего 2 года. Касается Хорватии, тоже интересный случай. Здесь вид на жительство действует 1 год, затем вам потребуется покинуть страну в течение 90 дней после истечения визы. И после отъезда из Хорватии, если у вас будет желание вернуться, через 6 месяцев вы можете снова подать заявление на визу. Что касается Греции, вам выдается вид на жительство на 2 года. Затем можно будет продлевать на 2 года, так каждые 2 года. Германия. Вы можете получить вид на жительство на срок от 6 месяцев до 3 лет. И это тоже можно будет продлевать. Чем обуславливается срок? То есть все будет зависеть от вашего случая. То есть кому-то дают 6 месяцев, кому-то на год, кому-то на 2, кому-то сразу могут дать на 3 года. Это опять же нужно будет конкретно лично ваш случай рассматривать. Тоже важный вопрос, ведет ли виза к ПМЖ и получению гражданства. Что касается Кипра, если вы проживаете на территории Кипра 5 лет, то вы можете претендовать на ПМЖ. Если вы проживаете около 7 лет, то вы можете претендовать уже на гражданство.
Но виза кочевника выдается сначала на 1 год, потом она продлевается на 2 года, и то есть в итоге у нас максимальный срок всего лишь 3 года. И, к сожалению, этого недостаточно для того, чтобы вы могли подать на ПМЖ и, соответственно, на гражданство. Что касается Мальты, после 5 лет проживания по ВНЖ вы можете получить ПМЖ, и прожив по ПМЖ 5 лет, вы можете подать документы на гражданство. Кстати, Португалии здесь процесс намного проще. Вы проживаете 5 лет по ПНЖ и спокойно подаете на гражданство. Также хочу сказать, что требования, конечно, будут немножко другие. По гражданству где-то надо будет сдавать на знание языка и много других деталей. Что касается Венгрии, к сожалению, по данному ВНЖ нельзя будет потом получить ПМЖ или гражданство. Как я и сказала, в Венгрии всего действует 1 год, потом продлевается еще на год, то есть 2 года. Это никаким образом не сможет привести вас к ПМЖ и в том числе к гражданству. Что же Хорватия? То же самое, что и с Венгрией. Нельзя получить будет ПМЖ и гражданство, потому что сама виза вообще 1 год только действует, и вы можете только потом через 6 месяцев снова сдаваться. Что же касается Греции, после 5 лет проживания можно получить ПМЖ, и после 5 лет ПМЖ вы сможете подать на гражданство. Что касается Германии, получение ПМЖ доступно через 5 лет проживания, но в стране надо будет обязательно находиться определенный срок, большую часть времени. В Германии это 4 лет. И только если у вас успешная деятельность на территории Германии как фрилансера, вы сможете получить ПМЖ. То есть вам нужно будет еще доказать, что ваше дело действительно успешно. И после 8 лет проживания на территории Германии вы сможете претендовать на гражданство. Что ж, благодарю за ваше внимание и напоминаю, что у нас проходят бесплатные консультации, на которые можно записаться по номеру WhatsApp, который указан на слайде, или через наш телеграм-канал, который также будет в шапке описания канала. К нам сейчас приходит очень много запросов, и мы вынуждены структурировать нашу работу, и поэтому очень настоятельно просим вас прислать нам в одном сообщении структурированный список вопросов. И посмотрев эти вопросы, мы сможем подобрать эксперта из нашей команды, который организует для вас бесплатную консультацию и ответит на эти вопросы. Или если мы уже освещали какие-то вопросы в наших видео, мы можем прислать вам эти видео, и там вы найдете ответы на то, что вас интересует. Да, обязательно пишите ваши вопросы, мы ответим каждому. Эти вопросы помогают нам создавать полезный контент именно для вас. На самые частые и важные вопросы мы снимаем ролики, чтобы ответы на них увидело как можно большее количество людей.